Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Пресс-служба комитета сообщает о чрезвычайном событии, которое произошло в семье известного музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Несмотря на то, что несколько дней назад у Андрея Макаревича благодаря работе комитета была конфискована крупная недвижимость и имущество на территории Российской Федерации, Андрей Вадимович остается человеком не бедным. И буквально несколько дней назад он приобрел новую дорогую недвижимость – шикарный двухэтажный особняк в столице Канады, городе Оттаве. По некоторым данным, стоимость особняка превысила 15 миллионов долларов. Андрей Макаревич, который на данный момент проживает на 3 страны – в Канаде, Израиле и Кипре, решил на зимний сезон переехать вместе с семьей в Канаду и поселиться в новом особняке. Однако мечта Андрея Макаревича жить в новом особняке в Канаде не сбылась. Несколько дней назад во время новоселья произошла страшная трагедия, которая разрушила все планы известного артиста. По случаю новоселья в канадском особняке Андрей Макаревич устроил праздничное пиршество и пригласил на торжественное мероприятие своих самых близких друзей, коллег по цеху, известных артистов вместе с их семьями. К Андрею Макаревичу в частности приехали Алексей Серебряков, артистка Елена Воробей, Клара Новикова, Юлий Гусман, Геннадий Хазанов и Леонид Ермольник, те люди, с которыми Андрей Вадимович до сих пор поддерживает самые тесные отношения. Андрей Макаревич человек зажиточный, но особой щедростью не отличается. Однако в честь новоселья особняка он закатил колоссальный праздник. По данным прессы, стоимость меню праздничных столов составила более 1 миллиона долларов. По некоторым данным, к столу подавались дорогие коллекционные спиртные напитки и лучшие блюда от мировой кухни. Праздничную часть гуляния обеспечивали себе сами артисты, гости новоселья. На импровизированной сцене появлялись Андрей Макаревич, который исполнил несколько песен, Алексей Серебряков, Клара Новикова, Елена Воробей и другие. Однако заключительная часть праздника превратилась в настоящий кошмар. Андрей Макаревич решил показать своим друзьям главную гордость своего особняка – летний сад и 200-метровый бассейн. Для этого он предложил своим гостям подняться на летнюю веранду-балкон трехэтажного здания. Уже позже оказалось, что при постройке особняка была допущена ошибка. Шикарный дом Андрея Макаревича был построен на болотистой местности, и поэтому в тот момент, когда все артисты вместе с Андреем Макаревичем и его семьей оказались на летней веранде и стали смотреть на летний сад, произошло обрушение части особняка. Правая часть особняка разрушилась как карточный домик. Обрушению подвергся и балкон, где находились все артисты и семья Андрея Макаревича. Точные итоги трагедии пока неизвестны, однако уже по предварительным данным погибли 2 сына актера Алексея Серебрякова. Сам Алексей Серебряков, артистки Елена Воробей и Клара Новикова находятся под обломками. Их спасает специальная служба спасения. По данным прессы, все артисты, которые находились на балконе особняка, получили травмы разной степени. Однако, как сообщает пресса, наиболее тяжелые травмы у Леонида Ермольника. Стало известно, что Андрей Макаревич, который остался жив в результате трагедии, будет открывать судебное дело против строительной компании Канады, которая строила данный особняк. Ну а совсем недавно стала известна очень приятная новость о сотрудниках комитета. Видный общественный деятель Евгений Пригожин, которого совсем недавно нашли живым и невредимым в Нигерии, дал полное согласие на сотрудничество с комитетом Михалкова. По словам Никиты Сергеевича, Евгений Пригожин будет работать начальником безопасности в его организации.
Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.